А в этом выпуске я исполнил свою мечту и впервые управлял самолетом. Также я узнал, что нужно, чтобы получить лицензию пилота. А еще мы сходили к Любе на блины. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребят, сегодня очень необычное утро, 8:30 на часах, и я в аэропорту Сан-Фернандо. Это маленький аэропорт, из которого летают джеты, private джеты. В том числе здесь стоит джет Лионеля Месси. Сегодня здесь я абсолютно не просто так. Сегодня... давайте обо всем по порядку. В Аргентине у меня есть знакомый, Федя, который выучился и получил лицензию некоммерческого пилота. А чтобы Феде стать коммерческим пилотом, ему нужно налетать определенное количество часов. Поэтому Федя с друзьями взаимодействует по следующей схеме. Друзья арендуют самолет, а Федя их катает. Поэтому Феде часы, а друзьям впечатления по себестоимости. В этот раз Федя не смог по техническим причинам нас покатать, доверил нас своему другу, партнеру, компаньону, аргентинскому, также пока что некоммерческому пилоту Сегундо. Мы арендовали самолет за $185 в час на компанию, и Сегундо нас покатал. Пока Сегундо проверяет самолет, нас отвели в зал ожидания, вот в таком формате, кофеек, диванчики, журнальчики и прекрасный вид на взлетную полосу. Наверняка вот это наш джет стоит. А нет, наш вот этот. Ребят, это наш пилот, его зовут Сегундо. Сегодня мы полностью в его власти, можно сказать. Он будет показывать нам все красоты сверху. Давайте спросим его на английском немножко про него, про аэропорт. Сегундо, hello. Hello. Сегундо, что это за место, что это за аэропорт? Правда ли, что он только для приватных джетов? Да, это один из самых важных аэропортов для приватных полетов. Он называется Сан-Фернандо. Большинство маленьких самолетов стоит именно здесь. На одном из них мы полетим сегодня. The runway, so that is the most important of the private flight airport. Похоже, в Аргентине много богатых людей. Well, there is a person, да нет, не так много, но из тех, что богаты, часть имеет свой самолет. Также большинство летают авиакомпаниями, некоторые арендуют чартеры, а небольшой процент людей может позволить себе арендовать самолет с пилотом. Слушай, а правда, что у самого Лионеля Месси здесь стоит его самолет? Раньше его самолет стоял вот там, за тем ангаром, но сейчас он в Розарио, на его родине. Это часа 2, если лететь туда на нашей крахулечке. Слушай, а мы что, полетим на этом? Да не волнуйся, поместимся. Ну ладно, на 4 персоны это птичка, как я понял. А вот подскажи, сколько километров в час летит этот воробушек? Дружок, ты же в небе, тут все узлами меряется. Ну вот смотри, 115 узлов летит эта птичка, это 212 километров в час.
Звучит отлично. Ну что, пойдем полетаем? Да, пойдем полетаем. 22-й, я в зоне. Как слышно? Я Сокол, вошел в зону. Прошу условия посадки. Как слышите? Прием. Leader. Now we'll go to the runway. Окей. Vamos. Ты сейчас рулишь самолет ногами? Да, до земли я рулю его ногами. Нажмешь одну педаль, самолет повернет. Нажмешь две, затормозит. Вот попробуй сам, а? Давай, нажимай вот так по очереди. Самолет сперва будет вилять, а потом нажми носочками, и он затормозит. Давай, попробуй. Слушай, да, классно, мне нравится. Это, оказывается, совсем не сложно. Ну что, ребята, мы выходим на взлетную полосу. Вышка дает добро на взлет. Полетели. Секунда проверяет все системы. Самолет прям вибрирует, потому что он включает все винты. Это прям проверка идет по его документам. Ребята, мы в воздухе, все хорошо, летим. А еще в течение полета Сегунда показал мне, как контролировать самолет по приборам. А также показал несколько базовых упражнений, отпустил штурвал и оставил меня 1 на 1 с самолетом. Это было невероятное ощущение. Ну и не обошлось без сложных маневров. Лена, Серегина жена, очень хотела побывать на месте второго пилота и поуправлять самолетом. Поэтому мы решили поменяться в очень ограниченном пространстве в нескольких сотнях метров над землей. И шалость удалась. Главное было, конечно, коленками не надавить на штурвал и ногой не нажать на кнопку катапульты.
Лена мечтала полетать на самолете, и у нее сейчас есть такой шанс, мы поменялись. Сейчас она попробует. Так круто, что мы в полете сможем меняться. Все хорошо, мы добрались, все отлично. Полет длился около часа, чуть больше, может быть. В целом было все прекрасно. Даже получилось немножко управлять самолетом. Посадка была очень мягкая, несмотря на то, что самолет довольно маленький. В общем, все супер. Подскажи, как давно ты летаешь? Я летаю 2,5 года. Всего 2,5? Я тоже хочу. Где я могу научиться? Да ты где угодно можешь учиться. Ну, например, здесь. Но для начала тебе нужно будет летать на совсем маленьких взлетных полосах, типа той, что мы видели в Ухане. А сколько денег я должен платить для обучения и тратить на полеты? Ну, на все про все, чтобы тебе выучиться, чтобы налетать часы и, в общем, под ключ получить эту лицензию. Ну, готовь, дружок, $4000. Да, приблизительно такие деньги. Тебе нужно выучиться, а потом еще налетать 40 часов, экзамен будет 41 час, и только тогда у тебя будет лицензия частного пилота. Ну, а для коммерческой лицензии тебе нужно налетать 200 часов. То есть $4000, 1 год обучения, и я буду летать так же, как ты? Да, братец. О, это интересно. А сколько мне нужно времени и денег для получения коммерческой лицензии? Для получения коммерческой лицензии тебе потребуется как минимум 1 год, потому что тебе нужно будет налетать 200 часов полета после того, как ты сдашь теоретический экзамен. Ну, соответственно, если у тебя есть деньги на руках, ты отлетаешь эти 200 часов быстрее. Ну что ж, я надеюсь, мы тебе помогли налетать еще несколько часов полета для скорейшего получения коммерческой лицензии. Да, обращайтесь ко мне. Хорошо, я буду тебя рекомендовать, спасибо. Спасибо, спасибо, мне очень понравилось с тобой летать. Да, мне тоже с тобой понравилось, спасибо. Да нет проблем, обращайся. Ну что, ребят, полетали мы знатно. Это было просто фантастически. Особенно то, что я впервые управлял самолетом. Я летал уже в маленьком самолете. Сзади я летал, но не управлял им. Летал на параплане, но не управлял им. А здесь самолетом управлять. Просто вау. Ну, следующий уровень — это еще полетать на вертолете и поуправлять им. Дальше я приехал домой и отсыпался, потому что ночью мы толком не спали. Я спал 4 часа. Все потому, что мы что-то были в каких-то расстройствах, в раздумьях. Первые впечатления от квартиры
Блин, комары вообще. Еще надо быть внимательнее, они опасные. Вот. Первые впечатления от квартиры были очень оптимистичные, в отличие от того, что мы увидели. Короче, я выписал целый список скрытых недочетов, которые отправил управляющим, чтобы они их исправляли, ну или там владелец, чтобы исправлял. Например, кондиционер, то есть отопление кондиционером заявлено, но мы не смогли найти, как кондиционер включить на тепло. Он как бы включается, но теплом не дует, и в этом вся сложность. Также нету второго комплекта постельного белья. Естественно, мы только заселившись постирали все белье, которое там было, оно не успело высохнуть. Вот. Мы спали на простынке, но она вроде как бы подсохла, но укрывались пледом, спали в одежде. Ну, в общем, такое. Без подушек, с нашими походными подушками под шею. Вот. Ну и там где-то замок плохо закрывается, где-то не закрывается, где-то дверь не закрывается. В общем, на самом деле есть что исправлять. Плюс мы не нашли гладильную доску. Все это я отправил агентам, пускай они занимаются сами или с помощью хозяина, устраняют недочеты. Потому что много мелких вот этих моментов очень мешают нормально жить. Вот, а под вечер, сейчас уже 6 вечера, мы решили выйти до магазина. Я понял, что я последний раз ел в 7 утра перед полетом и, честно говоря, очень проголодался. За это время Серега с Леной уже 2 раза сходили в центре в Паришу и съели сперва филе миньон, потом поделали дела и пришли за рибаем. А я только поспал. Сейчас чем-нибудь подзатаримся и что-нибудь поготовим вкусное. Вчера вот, например, мы тоже думали в кафе сходить или дома поесть. Но в итоге я дома на скорую руку накидал просто ресторанное блюдо. Это была паста со шпинатом и сливками и с гребешками. Уф! Вот, это прям высшая кухня. Вкусно было? Да. Очень. Ну а насчет квартиры в 2 словах что скажешь? Первое мое состояние это было непринятие. Сейчас я в принятии. Ну, посмотрим. Если что-то все устранится, можно и жить, наверное. Ну, хорошо, что мы подписали договор на 3 месяца, а не на полгода. Поэтому посмотрим. Ну, 3 месяца будем здесь жить, а дальше как пойдет. Ну, лучше бы они, конечно, устранили недочеты. Тогда мы, возможно, бы и задержались еще. Мы уже несколько дней живем в нашей новой квартире. И в целом даже уже более-менее освоились. Здесь стало не то чтобы даже невыносимо, а здесь стало уютно и даже хорошо. Тут все мы разобрали, поставили свои вещи, распределили их по комнате. Здесь у нас обеденный стол, а днем он выполняет функцию рабочего стола для меня. Пока что. Наверное, я куплю рабочий стол в ту комнату, в спальню, и буду работать тихонечко себе там. Здесь мы поставили качельку. В общем, на балкон на этот мы не ходим. Нам он как-то не особо интересен. Вот, он есть и слава богу. Зато хожу я частенько на другой балкон. Там все-таки у нас пространство для гриля. Дважды к нам приходили уже гости. Я жарил мясо. Очень вкусно получилось. Я нашел оптимальное решение, как жарить мясо. Даже если оно вот такое толстое, чтобы оно было идеально прожарено и прям вот с дымом, прям с ароматом дыма. В общем, стало еще лучше. Вот. Но пора воспользоваться, наверное, второй привилегией, которая у нас тут есть. И сегодня отличная погода. Не имею возможности больше
терпеть и ждать, поэтому идем на крышу. Ну, хорошо. Фу, вот это обед. Вот это понимаю. Ребята, смотрите, что случилось. Ветер был, ливень был, прям вообще катаклизм. Пороняло деревья у нас. Единственное, рожек не упал. Вот. Деревья прям вот поронял. Ох, было очень сильно. Были очень сильные порывы ветра. У нас тут вообще бушует какая-то непогода. 2 дня дожди лили. Ну вот вчера прям вообще прям поливало, ураганище. И мы дома сидели, вообще никуда не выходили. Вот. А сегодня вроде как будет распогодиться. А я вот жену зову погулять сегодня. Не с первого раза она сказала мне да. Не сразу она согласилась. Даша, что такое? Она не хочет, чтобы я ее сейчас показывал. Она типа в домашнем. Ну, скажи, что такое? Потому что дождь идет. Так все, нет дождя. Так в смысле нет? Ты вот видел? Видел? Я даже всем показал. А чего гулять ты не хочешь? Потому что дождь и противно. Короче, уговариваю ее выйти из дома, прикиньте. Говорю, пойдем в гости. Нас Люба на завтрак позвала. В район Глобоку съездить, погулять. А ей все не хочется и не хочется. Короче, идем. Жалоба Горохова. Все, идем гулять, ничего не знаю. Идем в гости к Любе завтракать. Она какие-то блины там с мясом будет готовить. И гулять в Лобоку. План такой. Даша говорит, не показывай людям завтраки. У нас неправильные завтраки. У нас очень правильные завтраки. Смотрите. Сегодня нет. Да почему? Нормально, вон будик с нарезочкой и альфахор. Альфахор это как... Углеводная кома. Это как сметанник с вареной сгущенкой. Вот. И зеленый чай с ромашкой. Нормально у нас завтрак. Вот. Но это так, это разгончик. Мы сейчас к Любе поедем, когда там блинчики с мясом, то все дела, все такое. Вот. Так что собираемся вперед. Несмотря на погоду, мы решили сегодня не тухлить дома. Люба позвала нас на завтрак. Ну, уже, конечно, не завтрак, уже 2 часа дня. Мы только смогли выбраться. На улице тишина, людей мало, погода очень теплая, но очень влажная. То есть прям влага в воздухе витает. Кстати, насчет нового транспорта, который мы сейчас опробовали. Прикольно, мы доехали за 22 минуты от нашей станции до Ретира. Ну и от Ретира до Любы идти не больше 10 минут. Шикарный вариант. Без пробок. С малым количеством людей, прохладно, аккуратно едет, не дергается, в общем, шикарно. Ну и все, собственно, мы вот только вышли, парк прошли, и мы на месте. А Люба, кстати, переехала и теперь живет прямо во дворце. Нет, это не шутка, реально во дворце. Она ходит на бал, одевает какие-то перья и при этом живет во дворце, полностью соответствуя своему образу. А вот, кстати, ее дворец. Какой парк? Американский. Да, он какой-то очень похожий, действительно, на то, что показывают в американских фильмах. Смотрите, какие деревья, просто потрясающие. Пальмы, хвойные деревья. Все так как-то чистенько, облагорожено. Вот. Тут же, оказывается, станция метро. Ну, красотища, на самом деле. Везде пандусы, съезды, в общем, доступная среда, назовем ее так. Вот такой вестибюль. Большой красивый вестибюль. Огромный. Там музей.
дворец, музей. И, собственно, здесь у Любы лифт. Очень красивое место она, конечно, нашла. Эта студия просто находка. Но единственное, что она была без мебели, Любе пришлось ее обставить. Там была кухня. И что, и кровать, по-моему, была. Или нет, кровати не было. Кухня была. Что-то еще одно было. Ну, в общем, шкаф, кровать, комод. Вот Люба там сама все ставила. Ну, ребята, там очень приятный прайс. А что, вы без сахара пришли, да? Я не готовилась, я в домашнем. Ну, нормально, не всегда тебе... Вот, я пригласилась на блины, но готовит их Мария. Привет. Я мой жуткий пупсик, ну как ты? Ну что ты там? Чаровница просто. Чаровница просто, ну ты посмотри вообще, да. Кто такой сладун? Ну. Что у ребенка за варежка странная или игрушка? Или у вас теперь руки отросли такие странные? Это сразу и потрясти, и пожелать. И пожелать, сладкий, да? Вы знакомы с Машей? Нет. Маша, Саша, Даша, проходите, да. Сегодня я ваш повар, да, у нас сегодня кухня на районе. Вон, девчонки блинов наделали, вот, так вкусно что-то посидели, блины с мясом, со сметаной, и чай какой-то из Бразилии с лаймом, очень вкусно. Вот, и музыка играет на проигрывателе, и как-то такое настроение, просто шикарное, вот прям не зря выбрались в гости.